dragom šapnula. Sinoć sam usnula, pratnik neki veliki, krstaš garjak viori. Zastava je vatrena, iz borbe do neba okrene se kameni, tvoj me pogled skameni. Ustaj dragi, vreme je, Srbija te sad zove. Ja ću kuću čuvati, ti se nemoj plašiti. Moje reči ljubavi tinjaju i u meni, idem draga, ne brini, Srbiju ću braniti. Decu našu čuvani, istinu i presi, život neću žaliti, Srbiju ću spasiti. Novo vreme dolazi, vreme prave ljubavi. Veliki pozdrav gledalcima Arene Fight i dobrodošli u Arena Fight intervju. Velika mi je čast da vam predstavim našeg današnjeg gosta. Za našeg gosta nije potrebna neka velika najava, jer njegovo ime i prezime govore o tome koliko je veliki bio u sportu, ali i u životu. Njegovo ime je Fjodor Vladimirović Jamelijanenko. Dobrodošli. Hvala vam što ste izdvojili vreme danas za nas. Čast nam je da vas ugostimo i dobrodošli ponovo u našu Srbiju. Kažite mi šta se sve dešavalo od vašeg posljednjeg meča i posebno posljednjih godinu dana i vaše posljednje posete Srbiji. Спасибо вам большое за то, что принимаете меня тепло. Я немножко занялся своим здоровьем, восстановился, чуть набрал мышц. Вот. Занимаюсь сейчас командой ребят своих. Они удачно выступают по ММА и по боевому самбо. Вот. Ну и с семьей, со своими девочками. Они должны вот послезавтра прилететь сюда. Vaša bogata borilačka karijera definitivno je započela sambom i judom. Pričali ste na preskonferenciji o tome kako je to sve započelo. Voljela bih da se često pričamo o budućnosti, ali voljela bih da se prisetimo tih početaka i kako je izgledao vaš prvi trening, vaša prva sećanja na sambo. Да, конечно, я прекрасно помню свои первые тренировки. Они проходили в бомбоубежище. Это подвальное такое помещение, где большие толстые двери, на дверях руль такой. Вот. Помню, конечно, своего первого тренера, вот, который Василий Иванович Гаврилов, который передал меня моему дальнейшему тренеру, с которым мы прошли всю жизнь, Воронов Владимир Михайлович. Вот. А первые тренировки, да, дали мне курточку, поясок. Вот. И мы начали бороться, начали отрабатывать приемы. Сначала самые простые, потом все сложнее и сложнее, и начались соревнования у нас, которые вот первые соревнования мне так скорее повезло, что я их победил. Вот. Вот такой старт был моей спортивной жизни. Koliko je značajnu ulogu u vašem životu imao vaš trener Vladimir Mihajlović Voronov? Но за годы наших тренировок, нашей совместной спортивной жизни Владимир Михайлович Воронов стал членом моей семьи. Вот. И в ММА я его пригласил, когда я перешел в ММА, мы вместе стали двигаться. Мы всегда работали вместе. То есть нельзя сказать, что Владимир Михайлович когда-то меня давил как тренер или своим авторитетом, или своим тренерским какими-то знаниями. Он всегда давал мне развиваться самому. И у нас был такой тандем, мы советовались. Конечно, ему со стороны было видней, как я работаю, что я делаю. И он давал какие-то советы. А я уже либо принимал, либо как-то обосновывал, почему я их не принимаю. То есть у нас было такое живое сотрудничество.
sambo je specifičan sport i da li je kombat sambo uspeo da sačuva svoju tradiciju? Svedoci smo toga kako borilački sportovi doživljavaju svoju tranziciju i posebno ka borilačkom sportu kao što je MMA. Kako je uspeo da sačuva zapravo tu tradiciju? Ну, в спортивном, в боевом самбо все-таки основа это спортивное самбо. Вот, поэтому, конечно, боевое вытекает из спортивного. Основа это техника спортивного самбо. Плюс ну, боевой раздел еще, боевые виды, вот, боевая техника. Вот. Ну и даже переходя вот из самбо, боевого самбо в ММА, все равно основа-то у нас самбо. То есть я не отходил от самбо, никогда не менял свою технику. Мне моя техника самбо помогала побеждать. Самое главное, вот самбо закладывает, ну, я уже говорил, помимо физической силы, какой-то выносливости, там, взрыв такой, взрыв силы, взрывная такая работа сохраняется в самбо. Поэтому вот те преимущества, которые самбо в меня заложило, я их старался развивать и их использовать во время боев в ММА. Šampion ste sveta u sambu, u isto vreme ste uspeli da budete na vrhuncu svoje MMA karijere. Da li je bilo teško održati uspeh na dva različita fronta? 4-кратный. В самбо я был 4-кратный. Нет, не трудно. Я любил, ну, понятное дело, я уже профессионально бился по ММА, но, скажем так, любовь к самбо побуждала меня выходить вновь и вновь, выступать по моему любимому виду спорта. Поэтому я продолжал выступать и там, и там. Было так, что в силу определенных... Ну, я защищал, допустим, титул в ММА, и мне пришлось отказаться от поездки на чемпионат мира по боевому самбо. Вот, в силу того, что был профессиональный бой, я защищал пояс по ММА. А так я всегда старался, да, совмещать. И, ну, когда не пересекалось, когда не было накладок, я выступал по боевому самбо. Voljela bih da vam pokažem jednu fotografiju i voljela bih da mi kažete šta se krije iza te fotografije. Znate koliko vas srpski narod voli i znam da vaša konekcija sa srpskim narodom datira jako dugo traje i voljela bih da nam kažete nešto šta se krije iza ove fotografije. Меня многократно приезжали поддерживать сербы, сербский народ. Вот, я всегда чувствую поддержку. И в Чикаго, я знаю, много сербов. И в Нью-Йорке. Вот, поэтому я всегда чувствую поддержку сербского народа. Я очень радуюсь, я не разделяю, скажем так, русский народ, сербский народ. Вот. Поэтому большую любовь чувствую, большую радость. Takmičili ste se u najprestižnijim svetskim promocijama. Ljudi vas pamte iz Ringsa, Pride-a, zatim Strikeforce koji je u nekom trenutku zasenio, da kažemo, UFC. Koji vam je sada kada se okrenete iza sebe bio najveći izazov i možda se kasnije ispostavilo kao najteži meč u karijeri? Самым тяжелым по весу? Самым тяжелым был по весу Зулу Зинью, бразилец. Он весил 200 килограмм. Вот. А по боям, как соперник, по сложности боя, это Антонио Родриго Ногуэра. Мы с ним провели 3 боя. Вот. Это очень думающий боец, очень грамотный такой. Он на тот момент, когда мы с ним встречались, он перебил всех ведущих бойцов, всех чемпионов. Вот. И вот я встречался с ним, бился за пояс и, слава богу, победил. Ну и, наверное, еще один соперник, который знаковый такой, это Мирко Крокоп. Вот мне пришлось с ним изучить для этого вида для боя с ним тайский бокс, кикбоксинг. Вот, и, вот, слава богу, тоже получилось победить его.
Ono što je karakteristično za vas jeste moment, odnosno činjenica da vi kada ste ulazili u svaki vaš meč, ulazili ste spuštenog pogleda, a protivnika ste pogledali tek tik pred početak borbe. Kažite mi šta je prolazilo, šta je bilo u vašim mislima u tom trenutku ili možda kakve su bile vaše misli pred sam meč? Вы знаете, мне уже, да, не первый раз говорят это, но я как-то не обращал на это внимания, не акцентировал на этом. Вот. Ну и я никогда не играл в гляделки такие, которые кто кого пересмотрит, там, кто кого перебодает там, лбами, там, не знаю. Это мне не интересно было. Надо показывать свое мастерство в бою, а не бодаться там или глядеться. Вот. А что чувствовал? Я просил Божьей помощи в бою. Просил Пресвятую Богородицу покрыть меня своим честным амофором. Rekli ste da je sa vašom MMA karijerom definitivno gotovo, ali ono što priželjkujete i odgovorili ste već na tu temu jeste možda bokserski meč u kom bi se voljeli da se oprobate. Pitanje, dakle, pričalo se o tome da biste želeli da vidite Mike Tysona ili Francisa Ngannou'a sa vama u ringu. Я был бы рад посоревноваться с этими великими бойцами, боксерами. Вот, я бы еще хотел побиться, конечно, и чувствую себя хорошо. И вот в боксе сейчас много занимаюсь с нашими чемпионами. Вот, поэтому я бы хотел еще побыть в строю и посоревноваться в боксерских поединках. Вот, да, возможно, с Фрэнсисом Нганну или с кем-то еще. Вот, мне было бы интересно. Я бы готов был дать бой. Поэтому сейчас идут, я много работаю в боксе, много работаю с тренерами. Есть такой, ЦСКА. Вот. Ну и потихонечку идут переговоры. Voljela bih da se vratimo na kratko na vaš jedini, da kažemo, istinski poraz. Naravno, ako ne računamo lekarske prekide vaših mečeva, reći ćemo istinski poraz sa Fabricijom Verdumom, koji je kasnije priželjkivao te revanš. Da li vam je možda žao što niste imali revanš sa Fabricijom Verdumom? On je jednom trenutku rekao da bi taj revanš ličio na scene iz filma Rocky. Sećate li se toga? Вы знаете, да, к сожалению, реванша не было. Вот, и когда, так сложилось, что да, что и вроде как переговоры были, но оказалось, что это такой из-за того, что прошло много времени, как выяснилось, Беллатор сказал, что такой бой будет неинтересен. Вот. А так, да, разговоры были о реванше. Вот. Кто знает, может быть, по боксу мы побьемся еще. Slažem se u potpunosti sa vama i sigurna sam da bi to bio pravi spektakl. Kada se osvrnete unazad sada na vašu bogatu karijeru, borili ste se sa najvećim imenima iz sveta borilačkih sportova. Reći borilačkih, jer znamo da ste pobedili i olimpijske šampione i doslovce najveća imena u borilačkim sportovima. Koji vam je najlepši trenutak u karijeri? Jedan, kada biste mogli da izdvojite, koji vam je najlepši? Вы знаете, момент, наверное, каждого боя, когда побеждаешь. Вот момент, когда понимаешь, что все. Вот. Это либо когда соперник, там, проводишь болевой или удушающий, прямо соперник стучит. Либо когда ведешь поединок, и вот последний финальный гонг, и уже понимаешь, что все, это конец. Вот эти моменты очень запоминаются. Само состояние радости, состояние победы. Vi ste kao sportista, kao borac, dali mnogo borilačkim sportovima. Ne jednom borilačkom sportu, nego reći ću mnogim. Šta su borilački sportovi istinski dali vam? Радость заниматься любимым делом всю жизнь. Za kraj voljela bih da poručimo našim gledalcima Arene Fight kada prođu svi ti lepi dani slave i kada prođu i naši porazi. Šta je ono što ne smemo da zaboravimo ni u pobedi, ni u porazu i u borbi i u životu? Šta je ono što je zaista važno? Господь Бог. Самое важное – это нам прожить нашу жизнь так, чем бы мы ни занимались, каким бы видом деятельности какой бы вид деятельности мы ни вели, какая работа бы у нас ни была, кто бы нас ни окружал, но строить все на вере, что здесь мы временно, а
это только экзамен для будущей жизни. Вот. И все свои дела, все свои действия проверять, правильно я поступаю перед Богом, правильно я поступаю, по совести ли я поступаю. Вот. Вот это, наверное, самое главное. Мне кажется, именно поэтому и близки русские и сербские народы, потому что основа у нас – это наше православие, наша вера. Федор, спасибо вам большое на приятный разговор и приходите к нам снова. Спасибо, спасибо, Екатерина. Будем, Бог даст, будем. Hvala vam mnogo. Хвала. Draga dragom šapnula, sinoć sam